Война. День 225. Ситуация на фронтах. Израильские аналитики отмечают особенность наступательной тактики ЗСУ. Украинская армия не воюет, как обычная регулярная армия, и не концентрирует сразу все свои силы. Атака начинается на многих направлениях небольшими силами. Русские не могут понять, обычный это рейд или предтеча большой атаки. Когда русский солдат видит несколько единиц украинской техники, он думает, что это рейд, и сообщает об этом. То же самое видят и на других участках. В итоге эфир забит кучей спам-сообщений об одном танке тут, 2 ББМ там, 3 Хамви где-то еще и так далее. Старшие командиры такие сообщения просто игнорируют. Не будет же командир батальона или полка отвлекаться аж на целый отдельный танк или пару шальных багги. Мол, пусть сами на местах и уничтожают их своими средствами. На самом деле это все части большого наступления. И когда россияне уже думают, что это не более чем ДРГ, все эти подразделения объединяются в кулак и вместе выходят на прорыв и штурм. Сообщать об этом уже поздно, так как порядки врага уже громят и нужно оперативно реагировать на обстановку. А с оперативностью, гибкостью и инициативностью у россиян, как известно, очень большие проблемы. Восток. Сообщается, что украинские войска продолжают движение в восточном направлении и уже находятся на ближних подступах к Сватово, Краснореченской и Кременной. Осознав это, российское командование перестало бросать свои войска во встречные контратаки, которые не давали никакого результата, а решило накапливать силы в районе Сватова и Кременной для отбития атаки, а впоследствии контратаки, дабы отбросить украинцев минимум за оскол. На правом берегу Северского Донца о продвижении украинских войск в сторону Лисичанска ничего не известно. В свою очередь, россияне пытались атаковать Солидар и подступы Бахмута, но продвинуться не смогли. Дальше обстрелы вдоль всей линии фронта, но без продвижений. Российские военкоры прогнозируют украинское наступление в направлении Мелитополя, но пока ничего подобного не видно. Россияне нанесли ракетный удар по жилым домам Запорожья, в результате чего погибли мирные жители. Юг. Появились первые кадры сдачи в плен российских войск вместе с техникой. Ранее Украиной был принят закон, предполагающий за сдачу военной техники выплачивать немалые вознаграждения в зависимости от типа. Так, например, за танк будут платить $100 тысяч. Поступают сообщения о новых освобожденных селах на севере Херсонской области. Так, к Дудчанам добавились Трифоновка и Новогригорьевка. Таким образом, в ходе удачного наступления украинские войска освободили более 1000 квадратных километров территории. Антоновский мост в очередной раз подвергся ударам, хотя, быть может, удар наносился не по самому сооружению, а по паромам возле моста. Спасибо за просмотр и всем, кто поддерживает канал финансово. Также спасибо за подписку и адекватные комментарии.